Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами мастер Фиде, мастер спорта Украины Пунин Андрей. И в этом видео я попытаюсь дать ответ на вопрос, уравнивают ли черные в варианте Мороза. Нужно отметить, что эта позиция может возникнуть опять-таки через разные порядки ходов, а именно второй ход конь c6 или второй ход g6. Но о различных порядках ходов мы поговорим в завершающем третьем видео по ускоренному варианту дракона и варианту Мороза. А данное видео будет начинаться с этой позиции. У нас, как обычно, есть 12 вариантов, которые мы будем разбирать. И шкала та же самая. А именно S обозначает статика, D обозначает динамика, S со знаком равно значит статическое равновесие, то есть фактически вы выучили теорию и сделали ничью, D со знаком равно — это динамическое равенство. Тут возникают позиции, которые можно поиграть и на победу, но они более принципиальные. И сразу нужно отметить, что, конечно, Мороза — это защитный дебют за черных. Также добавим к источникам литературы из предыдущего видео еще два источника, которые посвящены только Морозе, а именно Play the Accelerated Dragon Marazzi Bind, гроссмейстер Мартин Лорентини, 2021 год, и Play the Hyper Accelerated Dragon Part 1, международный мастер Baumeister, 2024 год. Ну и, как я уже говорил, как по мне лучше, это Ларс Шандорф Accelerated Dragon для Chessable. И мы начинаем. В нескольких первых позициях мы будем разбирать исторический основной ход слон на g7, что белые играют слон на e3. И начнем с продолжения, которое возникает после хода конь f6, конь c3 и ход конь g4, ферзь бьет g4, конь d4, ферзь d1. Тут у черных есть также ход конь c6, но он несерьезный. Мы сразу будем акцентировать внимание на том, что если белые смогли погасить динамику черных, то зажим Мороза крайне неприятный. Игра белых проста. Они заканчивают развитие фигур, проводят либо план f4, f5, либо ставят коня на d5, либо захватывают пространство на ферзевом фланге путем b4. Поэтому все сводится к тому, смогут ли создать черные ответную динамику. И в случае хода e5, который, например, рекомендуется в книге Поджвани, белые легко получают перевес. Многие годы я считал, что конь b5 интересный ход, но все намного проще. Слон d3, d6, 0-0, 0-0, ферзь d2, слон e6, b3 с последующей возможностью сыграть удачный момент конь e2. И у черных просто слабое поле d5, слабая пешка d6, пассивный слон. Поэтому это худшая редакция. Лучшая редакция — это ход конь e6, на что белые играют ладья c1. И тут вариант Ларсена ферзь a5 плох по многим причинам. Есть тактические причины, где белые жертвуют пешки. Много таких ходов. f4, слон d3, ведущих к столбику. Но даже с точки зрения статики после слон e2 надо играть b6, в этом был смысл хода. Ферзь a5, и белые могут сыграть ферзь d5 с последующим выгодным для себя разменом ферзей, поэтому вариант Ларсена плох по многим причинам. Лучшее, что есть, это сыграть b6, слон d3, слон b7, 0-0, 0-0, слон b1. И, наверное, это лучшее вообще, что есть в репертуаре черных при игре против более слабого соперника. То есть, безусловно, в этой позиции черные стоят статически хуже. Но можно запутать своего соперника. Все-таки от белых требуется определенный уровень игры, чтобы вовремя провести f4, f5, b4. Позиция может обостриться. Так что, конечно, если белые играют не принципиально, то они стоят на месте и проводим что-то по типу d6, ладья c8, конь на c5 и стоим на месте. Но если соперник начинает проявлять активность, то у нас могут возникнуть шансы на победу. Поэтому, безусловно, это идет в категорию S плюс равно. Но, если честно, я лучшего варианта за черных для игры на победу не нашел. И мы движемся дальше. А далее мы рассматриваем вариант Симагина 0-0, слон
Е2, Б6, 0-0, слон Б7. Ну, прежде чем отметить ход 0-0, надо отметить, что компьютер тут слишком умный. Он за белых играет ферзь d2, 3-0 и показывает, что у белых просто столбик. Ну, так почти никто не играет, поэтому рассмотрим данную классическую позицию. Идея черных в данном варианте провести Е6, Д5 и таким образом сразу же нейтрализовать зажим Мороцы. Идея умная, исполнение этой идеи, к сожалению, невозможно при хорошей подготовке белых. Во-первых, они могут сделать ход конь c6, который рекомендован в курсе лекций Кристофа Селецки. Да, надо отметить, что поскольку Мороцы может возникнуть не только из сицилианской защиты, но и из английского начала, то некоторые рекомендации будут именно из курсов по английскому началу. Слон бьет c6, f3, e6, ну и все остальное не имеет смысла. Ферзь d2, d5, cd, ed, e5, конь e8, f4 с последующим слон d4, и у черных хуже. Ну, белые могут также сыграть f3. На самом деле, лучшее, что есть у черных в данном варианте, это сыграть конь бьет d4, слон d4, конь h5. Ну, тогда получается просто худшая статическая позиция. В случае же e6, конь b, d5, d5, cd, ed, ed. Ну, конь e7 совсем печально, поскольку белые играют d6, конь f5, слон f2, и после конь e8 следует d7, конь f6, g4. Пешка на d7 не отыгрывается, у белых серьезная инициатива, а следует ход конь на b4. Ну, вот так рекомендовал международный мастер Стет своим ученикам разыгрывать данный вариант. Ну, опять-таки, теория ушла вперед, и у белых просто серьезный перевес после хода d6, конь f5, слон f2, конь f4, a3, ферзь g5 и слон g3. Белые погасили инициативу черных и остались здоровой лишней пешкой. Поэтому, если оценивать эту идею, то она идет в худшую категорию. D-столбик. Ну, иногда вам удастся провести D5, ваш соперник не будет готов, и вы сделаете ничью, и оно переместится в «сделали ничью». Но надо исходить из того, что белые будут готовы к этому, и данная система крайне сомнительна. А мы двигаемся далее. У нас разочарование самое большое, поскольку годами разыгрывалась система d6, 0-0, и считалось, что эта позиция достаточно игровая. Ну и основной ход черных слон на d7. Конечно же, черные могут попытаться сделать что-то другое и сыграть конь бьет d4, слон бьет d4, слон d7, но это просто ухудшенная версия варианта с h3, белые играют ферзь c2 с теми же идеями. Поэтому слон на d7, ну и тут огромная проблема, что черные не уравнивают ни в каком случае. Хелифман еще рекомендовал конь на c2. Но эта система конь c2 не такая простая до разыгрывания. Также можно сделать ход ладья e1, который является небольшим улучшением системы с h3. Но h3, как по мне, самый неприятный ход, поскольку белые создают стратегическую угрозу конь f3, после чего с большим количеством фигур на доске у черных крайне неприятная позиция. Например, они сыграют либо ладья c8, конь f3, либо a6, конь f3. И все плохо. Надо отметить, что иногда играли опять, но это совсем плохо, потому что конь тут вообще перейдет на поле b5. Поэтому фактически единственная идея черных — это конь бьет d4, слон бьет d4, слон c6, ферзь c2, опять. Первоначальная идея данного варианта была в том, что белые играли ладья d1, но тогда позиция черных не настолько плоха, а есть ход b3, который не дает черным возможности сыграть a4. Ну и также надо отметить забавный факт. Это первая же позиция в истории в структуре Мороцы, игранная Мороцы. Мороцы играл черными против Свидерского, и это его единственная партия в данном варианте. Белыми он никогда не получал структуру Е4, С4, и он прославился за счет того, что проанализировал другую партию, в которой белые не поставили пешку на С4, он обратил внимание, что надо идти всегда на эту структуру, исходя из опыта данной партии, поскольку белые получили серьезный перевес в ней. Ну, в принципе, это очень забавно, что самая первая партия сразу же продемонстрировала проблемы. Прошло 100 лет, и люди опять вернулись к тому, откуда начинали. Ой, поэтому тут черным надо играть конь на d7, слон g7, король g7, ладья d1. И проблема заключается в том, что белые хотят поставить коня на d5 в удачной редакции. Например, ферзь b6 лучший ход, согласно компьютеру, конь d5, слон d5. И здесь даже можно ладья d5 ударить, но ед еще сильнее.
И это тот самый тип позиции, где темпы имеют значение. А теперь представьте, что вместо хода h3 ладья стоит на e1. Поэтому в данной позиции, на самом деле, ладья e1 также возможный ход. И если черные будут играть по тому же шаблону, то они получат еще худшую позицию. Но мне больше нравится ход h3, поскольку после него все понятно, что делать белыми, сыграть конь f3, после ладья e1 надо готовиться и к другим ходам. Поэтому, исходя из данного сценария, к сожалению, данная ветка крайне неиграбельная для черных. Черные получают крайне неприятную позицию. Даже я считаю, что ветка с ходом конь бьет d4 с идеей b6, слон на b7 лучше для черных. Поэтому вот так поменялась теория. Но еще очень маленькое дополнение заключается в том, что данная позиция может возникнуть из староиндийской защиты. Вариант Макогонова, конь f3, h3, что делает подготовку белых еще более практичной. Ну а мы движемся дальше. На очереди у нас компьютерный вариант ферзь b6. Ну, никто так не играл до того, как появились современные компьютеры. Надо отметить, что так рекомендует играть Камиль Плихта. И, наверное, у белых есть динамический перевес после того, как они играют конь на b5. Проблема в данном варианте то, что конь b3 крайне эффективно, ферзь d8, и в целом я не совсем вообще понимаю смысл этого варианта. То есть черные вынуждены будут учить много динамических вариантов в глубину, но белые могут сыграть конь d4 в данной позиции и либо отфиксировать ничью, либо черные сыграют конь f6 в данной позиции, но мы уже определились с тем, что после конь f6 у черных хуже в тех вариантах. Уже это не имеет большого смысла. Ну, а далее отметим, что ферзь d2, конь f6, конь c3 очень просто. Надо отметить, что тут также есть ход f3, но, как по мне, конь c3 намного эффективнее. И проблема черных в том, что если сыграть d6, мы играем слон на e2. Да, это немного отличается от того варианта, который мы только что увидели. Но главная идея в том, что ход конь g4 никогда не работает. Слон g4, конь d4. И, как я уже отмечал в ускоренном драконе, черные остаются с плохим белопольным слоном, и у них намного хуже. Поэтому единственный смысл играть данный вариант — это сыграть конь g4 сразу, слон f4, d6, h3 прогоняя коня, конь f6, слон h6. Ну, тут некоторые бьют сразу на h6, но это значит, что не будет короткой рокировки, и позиция еще хуже, потом надо рокироваться. Слон бьет g7, король бьет g7, 3-0. Ну и тут позиция черных крайне опасна, если не сделать ход слон e6, g4, ладья c8. И тут позиция черных может быть опасной после хода король b1, конь e5, g5, конь h5, конь d5, как рекомендуется в курсе Chessable международного мастера Михайлова. И тут король попадает под атаку. Ну, можно сыграть белыми еще практичнее. Сыграть f4, только конь e5, все остальное совсем плохо. Ферзь d4, конь c6. Опять-таки, смысл варианта очень понятен, наверное, избранным, поскольку вот тут даже белые сыграют ферзь d2, опять-таки, еще повторением ходов. Ну, ферзь f2, ферзь b6, единственный ход, ферзь b6, ab, конь d2, h5, единственный ход, f5, слон d7, g5, конь h7, ладья g1, gf, конь d5, после чего пешка на b6 теряется. И в долгосрочной перспективе очень сложно представить варианты, в которых темная пешка e будет опасной проходной, а то, что белый ферзевый фланг пойдет вперед, то это факт. Поэтому окончание крайне неприятно. Да, это очень специфический вариант, но, как я уже сказал, есть и другие причины, как минимум то, что белые могут сделать ничью повторением ходов, а также есть динамичный ход конь b5 в данной позиции. Поэтому, да, против неподготовленного соперника, наверное, это интересно и, может быть, в динамическом равенстве. Но по факту данный вариант является статическим перевесом белых. И, конечно, если вы не хотите учить вариант Гургенидзе, то это лучшая альтернатива данному варианту, но у черных объективно чуть хуже. Мы движемся дальше. А далее мы рассматриваем вариант Гургенидзе. Это ход конь f6, конь c3, d6. После чего у белых есть несколько интересных возможностей. Начнем с хода конь на c2. На самом деле это тоже не глупо, поскольку белые сохраняют как можно больше фигур на доске. Но в отличие от
хода конь c2 в варианте, когда уже стоит слон на g7, черные здесь могут использовать то, что поле d7 не занято слоном, и играют слон g7, слон e2, конь d7. С идеей сыграть конь на c5 и ударить пешку на e4, слон d2. Ну, иначе мы бьем слон c3, у нас нормальная позиция. 0-0, 0-0, конь c5, b4, слон бьет c3, слон бьет c3, конь бьет e4, слон b2, и важно, что мы успеваем сделать ход e5. Далее эту позицию можно анализировать, у белых огромное количество ходов кандидатов, но оценка этой позиции очевидна, это динамическое равновесие, то есть мы забрали пешку, ну, отдали сопернику преимущество двух слонов, и у нас немного ослабленная позиция короля. Поэтому это идет в категорию динамического равновесия, и мы движемся дальше. Дальше у нас один из основных ходов — это f3, который, например, рекомендуется белым в курсе международного мастера Кристофа Селецки. Мы играем конь бьет d4, ферзь d4, слон g7, слон e3, 0-0, ферзь d2. И вначале разберем старый вариант, который начинается с хода либо слон e6, либо хода ферзь a5. Слон e6, ладья c1, ферзь a5. Сразу же отметим, что тут есть дополнительная идея сыграть слон на d3 в какой-то момент, но будем просто разбирать основную теорию, где у белых все замечательно. Именно b3, ладья fc8, слон e2, a6, с идеей провести b5, и тут конь a4. Ну, в целом, проблема Мороция в том, что в подобных позициях всегда может последовать конь d5 с массовыми разменами и ничего, но мы говорим сейчас про худший вариант. Ферзь бьет d2, король d2 защищается от хода конь b6 ходом конь d7 и g4. Ну и тут у черных есть ход ладья ab8, есть основной ход f5. Ну, в любом случае, это окончание крайне неприятно. Если вы откроете базу, то увидите, что белые набирают практически 70%. Поэтому это не тот эндшпиль, который мы хотим получить. У нас слишком мало пространства. И это идет в категорию S плюс равно, наверное, на самый конец данной категории. Теперь перейдем к тому, что говорит современная теория, и это ход А5. Безусловно, это то, что демонстрируют современные нейросети, поскольку по-человечески понять этот ход очень сложно, он связан с жертвами материала и создания дисбаланса. У белых есть две возможности. Первая возможность — это ход b3, после чего сразу же следует а4, то есть если дать белым еще один темп, они уберут ладью из-под рентгена, и у нас будет все очень плохо. b4, и начинаем контр-игру против пешки c4. Слон e6, ладья c1, конь d7, слон e2 и очень четкий ход а3, чтобы белые сами не сыграли а3. И проблема белых в том, что если сыграть 0-0, мы играем конь b6, конь d5, конь бьет d5, ед, слон d7, ну c5, наверное, самое логичное, dc, bc и сильный ход слон b2, мы используем пешку а3, ладья c2 и сильный ход ферзь а5, после чего мы создаем контратаку. Компьютер показывает ход h4, который фактически не применялся, на что следует следующая ветка, ладья c8, h5, слон бьет c4, hg, слон бьет e2, gh, король h8, король бьет e2, конь e5, слон а6, слон бьет а6, ферзь а6, e6. Ну, тут уже надо отметить, что у белых есть дополнительные возможности. Ну, компьютерный ход конь b5, ладья бьет c1, ладья бьет c1 и конь на g6. После чего разбитая позиция, мы хотим сыграть либо ферзь b6, либо d5. У белых временно лишняя пешка, но это пешка h7, которая отыграется. И с наличием ферзей на доске черных, безусловно, контр-игра. Так что позиция динамического равенства и очень сложная до разыгрывания. Конь а4. Ну, тут белые могут сыграть более позиционно. Мы играем слон e6, конь b6, ладья b8 и жертва пешки, ферзь а5, конь d7, ферзь b4 и проводим подрыв f5. После чего белые могут сыграть ef, ладья f5, слон e2, ну и наша динамика продолжается. Ладья e5, конь бьет d7, слон бьет d7, ферзь d2 и следует жертва качества. Ладья бьет e3, ферзь бьет e3, слон b2, ладья d1, ферзь a5, король f1, слон f6, после чего пешка на 2 потеряется, и у нас отличная компенсация за качество. Поэтому у Кристофа Селецки рекомендуется ход слон d3, конь e5, 3-0, fe,
слон бьет Е4, конь бьет С4, конь бьет С4, сильный ход ферзь С8, чтобы не попасть ферзем под темп. Король Б1, ферзь бьет С4, ферзь бьет С4, слон бьет С4. Ладья H1, король F7, и тут я не согласен с Кристофом Селецким. Он говорит, что у белых чуть лучше за счет удаленной проходной. Но дело в том, что наша фигура достаточно активная, и как белые собираются двигать пешку, непонятно. Поэтому данное окончание, наверное, это самое солидное, что есть у белых в данном варианте. Тут, скорее всего, выйдет ничья. Но поскольку большинство вариантов, как мы увидели, очень острые, безусловно, данный вариант идет так же, как и предыдущий, в категорию динамического равновесия, и мы поставим его выше, поскольку тут реально все очень остро, и это один из двух самых принципиальных вариантов. И мы движемся дальше. А дальше у нас ход слон на Е2. На что мы играем? Конь d4, ферзь d4, слон на g7. И у белых есть три возможности. Начнем с классического хода. Слон e3, на что мы играем 0-0, ферзь d2. И начнем со старой возможности, которая возникает после хода слон e6, 0-0, ферзь c5. К сожалению, весь этот план, ферзь c5, ладья c8 с идеей провести b5, опять-таки, с точки зрения динамики он умный. Мы пытаемся разбить зажим Мороцы, но с точки зрения конкретики он не работает, поскольку белые играют b3. И сейчас конь на g4 не работает динамически. Это очень умная идея, поскольку после слон d4, ферзь d4, ферзь e5 мы готовим размен ферзей, но в ход белые после ферзь e5, конь e5, f4, конь c6, f5 получают перевес. Поэтому основной ход ладья fc8, мы играем ладья fc1, a6, ладья hb1. И сейчас b5 не проходит после b4, ферзь d8, cb, ab, слон b5. Здесь вы можете поанализировать и ход ладья a3, и ход ладья c3. В любом случае будет получаться столбик, если белые знают теорию. Поэтому ладья b8, f3, конь d7 и после b4. Ферзь d8, конь d5, слон d5, ед. Черные попали под типовой позиционный зажим. Поэтому данная ветка, безусловно, идет в статическую тяжелую позицию. Для черных, наверное, это лучше, чем играть окончание, которое мы посмотрели, но в целом ничего приятного в данной ветке нет. А теперь мы рассмотрим правильный ход. Правильный ход — это опять, который стал популярным приблизительно около 17-18 лет назад. Черные хотят сыграть а4 и таким образом забрать у белых одну из возможностей, именно захват пространства на ферзевом фланге. После чего разберем все возможности. Данный вариант, безусловно, является принципиальным. Мы начнем с того, что случается чаще всего, а именно белые играют 0-0, а4 и f3. Но когда вы видите эту позицию, это значит, что белые не знакомы с современной теорией, черные легко уравнивают. Следует ферзь a5, ладья ac1, слон e6, конь d5. Но если не конь d5, мы играем ладья fc8, и у нас контр-игра. И вот основная идея, почему этот вариант работает. Мы можем ударить на d2, поскольку после конь e7, король h8, слон бьет d2, ладья f8, конь d5, конь d5, cd, слон d5, слон на e2 остался незащищенным, а в случае слон b5 следует ладья e5, и возникают равные окончания. Это более-менее ничья, если белые не совершают грубейшую ошибку. Поэтому белые вместо того, чтобы играть 0-0 с последующим f3, начали в какой-то момент хитрить. И еще в книге Халифмана записано f3, a4, король f2. И нужно понять идею данного варианта. Дело в том, что если сыграть так же самое, ферзь a5, ладья c1, слон e6, то белые сыграют конь на d5. И в конце варианта представьте данную позицию. Король стоит на f2 и защищает слона. Поэтому черным уже нельзя играть подобным образом. Но, тем не менее, буквально несколько лет тому назад было найдено решение, а именно нужно начинать с порядка ходов слон e6, ладья c1, конь d7, не спешить с ходом ферзь c5, и только после ладья hd1 играть ферзь a5, и теперь уже на конь d5 можно сыграть ладья fe8, ферзь бьет a5, ладья бьет a5, b4, ab, ab, и сильный ход b6, пешка неприкасаема, и черные раскрутились, поэтому здесь также равновесие. Но последняя идея белых
это 0-0, А4, и здесь можно начать с хода ладья А1, либо сыграть слон на d4, но что мы играем ферзь А5 и ладья АD1. Идея данного порядка ходов заключается в том, что черные могут сыграть слон на Е6, поскольку фактически во всех ветках данного варианта следует ферзь А5, слон Е6, но эта ветка является исключением, поскольку в случае слон Е6 белую проводят F4 в один прием, и после ладья F8, B3, АБ, АБ, ферзь b4, они успевают сыграть f5, слон d7 и тактический удар, слон f6, конь d5. Ферзь бьет d2, конь f6, а здесь и после ef, и после король g7 у черных хуже. Черные перестраиваются и переводят слона вместо e6 на c6. Слон d7, ферзь e3, слон c6, конь d5, слон d5, ед, ладья fe8, ферзь a3 с идеей защитить пешку на b2, конь d7. Ну и в большинстве партий следует слон e3, и гроссмейстер Марин считает, что у белых перевес, но я не соглашусь. Черные играют ладья ЕЦ8. Они хотят поставить коня на c5, ферзя можно вернуть на d8, после чего у черных возникает возможность ферзь f8, слон на 6, либо слон на g7, идет на e5, ферзь выходит на g7, и у черных контр-игра. Компьютер показывает, что здесь можно сыграть h3, после слон d4, ладья d4. Можно провести разницу между данным вариантом и позицией основного варианта, который мы разбирали, поскольку тут у черных хуже. Но положение фигур имеет огромное значение. И в данной ситуации же черные играют ладья 6 и очень быстро могут провести подрыв e5. Например, партия по переписке продолжилась h4, h5, ладья fd1, e5, de, и ладья бьет e6. После чего черные могут далее сыграть ферзь на c5. У белых также есть слабость, это пешка на b2, поэтому пешка b2 компенсируется пешкой на d6. Очень хорошо можно расположить нашего коня, поэтому конь не хуже слона, поэтому это динамическое равенство. Как мы увидели, все ветки здесь достаточно сложные, поэтому все идет опять-таки в динамическое равенство, и черные должны этот вариант знать достаточно хорошо. Наверное, меньше нужно знать, чем предыдущий вариант с жертвой пешки, но, тем не менее, здесь у черных все нормально. Ну и движемся дальше. А дальше у нас ход слон на g5, 0-0, и нужно отметить, что большинство вариантов из этого хода будет совпадать с тем, что мы только что рассмотрели в ходе слон на e3, а именно, белые могут сыграть ферзь d2, мы играем по аналогии, опять 0-0, a4, f3, слон e6, ладья c1, ферзь a5, конь d5, ферзь d2, конь e7, король h8, слон d2, и тут все равно, где стоял слон, на e3 или на g5. Либо белый играет ферзь e3, здесь типовая идея, ферзь b6, ферзь d2, a5, слон e3, ферзь d8, и снова мы перешли в вариант слон на e3. Белые сыграли слон g5, слон e3, мы сыграли ферзь b6, ферзь d8. Поэтому единственная дополнительная возможность это 0-0, слон e6, ферзь e3. На что черные играют? Ферзь b6 и ферзь d2. На самом деле белые могут сыграть ферзь d2, ферзь b6, но тогда у черных появляются дополнительные возможности, поэтому порядок ходов через ферзь e3 более точный. Мы играем ферзь a5, b3, a6, ладья ac1. И здесь у черных есть две возможности. Более острая — это сыграть ладья fc8, f4, b5, f5, ef, gf, ef, слон d7, и более позиционно классический подрыв b5 сразу. Тут есть возможность у белых выиграть качественно после слон f3, bc, e5, ферзь e5. Большая вероятность того, что все пешки ферзя фланга белых разменяются и получится ничья, поэтому конь d5, ферзь d2, конь e7, король h8, слон d2, конь бьет e4, слон a5, ладья f8, слон f3, ладья бьет e7, и слон e4, ладья куда-то отступает. Ну и если черные чуть дальше проанализируют данное окончание, то это более-менее ничья. Поэтому я считаю, что данный вариант идет в более простую категорию, а именно динамическое равенство, но он идет ниже, конечно же, чем вариант с ходом слон e3, поскольку большинство вариантов совпадают. Ну и, наконец-то, мы подошли к двум новым возможностям. Поскольку теория показала, что ход слон e3 не работает, то белые начали избегать этого хода и играют 0-0-0-0 сразу же, и тут делают ход ферзем. Ну, также есть ход ферзь e3, но мы его разбирать не будем, он не такой интересен, как другие возможности. А именно,
ферзь d1. Надо отметить, что гроссмейстер Дангули в своем курсе Disable e4 демонстрирует именно данный ход, и тут я рекомендую то, что он не посмотрел, а именно сыграть слон на d7, слон на e3, и основная рекомендация — это ход а6. Ну, я согласен с тем, что белые получают перевес после f3, ферзь a5, а3, ладья fc8, как записано в курсе немецкого международного мастера. Ну, тут делается ход b4, ферзь d8 и ладья c1. Проблема хода b5 в том, что белые проводят c5, если не проводить b5, у черных хуже. Ну, вот новая идея, слон на c6. И сейчас, если белые сыграют ферзь c2, то достаточно редкая новая позиция. Черные играют ферзь a5 с идеей ферзь e5. Нужно отметить, что вот все то, что я сейчас говорю, это мне подсказал гроссмейстер Ларс Шандерф. Я подписан на его курс, и надо отметить, что он на вопросы отвечает крайне быстро. И у меня было несколько позиций. Здесь он рекомендует ферзь a5, ладья f1, ферзь e5, слон f3 и конь на d7. Ну и тут черные могут проводить f5, так что тут динамическое равенство. Чаще же делается ход f3, a5. И здесь, конечно, ферзь на c2 интереснее, чем ферзь на d2, поскольку после a4 белые могут провести b4, АБ. Ну, а следует ферзь на c7, b4 и сильный ход b6. И далее зачем сделан этот ход? Чтобы черные могли сыграть конь на d7 и слон на c6 не терялся. Я считаю, что это позиция динамического равенства, поскольку лучший ход, согласно компьютеру, это увести ладью с поля А1 на d1 с идеей подготовить где-то конь на d5. Ну, это замес, и поэтому я считаю, что тут достаточно мало теорий, которые должна знать черные по сравнению с другими вариантами динамического равновесия. Поэтому это идет в самый конец таких вариантов. Да, этот вариант принципиальный, но тут немного теории, черные получают нормальную игру. Ну и мы наконец-то переходим к основной идее белых. Это ход ферзь на d3. Надо отметить, что так, например, Аниш Гирри сыграл против Магнуса Карлсена в интернете в Rapid и победил. И этот ход рекомендован, например, гроссмейстером Сату Романом и во многих других курсах лекций. Я просто сейчас буду все перечислять. Их слишком много. Ну и тут уже от черных требуется проявление героизма, поскольку я считаю, что единственный ход черных ведет к приемлемой игре. Это ход а6. Редкие случаи, когда ставлю ходу два восклицательных знака, но вот именно на этой новой идее и строится то, что, в принципе, мороз за черных является играбельным. Другие хода хуже. Например, если сыграть слон e6, проявляется сила хода. Ферзь d3, следует слон e3, конь d7 и b3. И важно, что ферзь защищает коня, ну а идея конь c5, слон бьет c3, конь e4 не будет работать, как в этом варианте, так и в варианте конь d7 сразу, слон e3, конь c5, ферзь c2, слон c3, ферзь c3, конь e4, ферзь d4, конь f6, например, h4. Надо отметить, что приблизительно 5 лет назад это у меня было записано в файле как идея за черных, но современные нейросети понимают, что слоны очень хорошо работают, и эта позиция ужасна для черных для игры в практической партии. Далее ход a5, он уже не будет работать, поскольку ферзь стоит на d3 лучше, чем на d2, и можно сыграть слон e3, a4, слон d4, ферзь a5 и f4. И если черные будут недостаточно аккуратными, то они могут перейти сейчас в позицию, которую мы пытались избежать в варианте слон e3, а именно позиция, которая возникает после хода слон d4, ферзь a5, ладья d1, слон e6, f4. А черные попадают в ту же идею, если они будут играть по аналогии. Поэтому надо проводить h6, b5, слон d7, ну, каким порядком ходов? Если начать с хода слон d7, то, как подчеркивает международный мастер Михайлов, есть ход слон g5. Белые выждали, и проблема в том, что после хода a6, ладья fd1, ход b5 уже не будет работать по тактической причине e5 и ввиду слон f6, ферзь d7, слон подвис. Поэтому только a6. Сначала надо сыграть a6, определиться с ходом слоном. Поскольку черные сейчас просто вот этим ходом выжидают, готовятся, с одной стороны, слон d7, b5, а с другой стороны,
может быть, они поменяют план. Вот, например, Михайлов здесь рекомендует редчайший ход H3. Опять-таки идейный. Слон d7, ладья d1, опять-таки b5 не будет работать в данной редакции, когда слон остался на c1 защищать пешку b2. Ну, а тут слон e6, слон e3, конь d7, слон d4. И здесь Шандорф на мой вопрос ответил, что надо играть слон d4, ферзь d4, ферзь b6, ферзь d2, ферзь a5, f4, конь f6, ферзь e3. Ну, если не ферзь e3, то ладья c8 и на e4 будет подвисать, b5 будет подвисать, поэтому это вынужденный ход, ладья f c8, b3, ферзь c5. Размен ферзей с переходом в окончание. Поэтому интересная идея, но она опровергается. Ну, и основной ход слон e3, слон d7. Тут надо отметить, что поскольку в главном варианте у белых много идей, то надо быть готовым ко всем этим идеям. Начнем с того, что физически защититься от хода b5 сложно. Если сыграть a4, то черные играют a5, и план следующий. Ладья d1, слон c6, ферзь c2, конь на d7. И у черных хорошая игра по полям черного цвета, поскольку белые уже в этих позициях никогда не проведут a3, b4. Редчайший ход ферзь c2. На это играем ладья c8, и тут после a4 оказывается, что опять является уже грубой позиционной ошибкой, а надо делать ход слон на g4 с динамическим равенством. Также есть ход Павла Ильянова А3, рекомендованный в его курсе по английскому началу за белых. Но на этом мы играем b5, cb, ab, b4. И здесь в подобных позициях обычно играется ферзь b8, ладья c8, ферзь b7, слон c6, но в данной конкретной позиции можно сыграть слон на c6 и после ладья f1 сыграть ферзь на d7, а где-то черные могут проводить подрыв d5. Опять-таки это все рекомендовано Шандорфом. Ну и, наконец, ход ладья f d1. Ну и здесь следует наш удар b5, cb, ab, конь бьет b5, слон бьет b5, ферзь бьет b5, ладья b8. После чего у белых есть два возможных хода. Это ферзь d3, но этот ход менее опасный, поскольку следует ладья бьет b2, e5, конь d5, ферзь бьет d5, ладья e2, как было в недавней партии Игоря Самоненкова за черных с быстрой ничьей. Более принципиальный ход — это ферзь на c4, на что мы забираем на b2. Но здесь разные авторы, Чапаринов, Дреев и другие шли на данную позицию, везде рисовали либо символическое плюс равно, либо признавали, что надо использовать проверочные варианты, но объективно черные делают ничью, если выучить здесь теорию, поэтому e5, d5, ферзь d3, конь d7. Первый возможный вариант здесь, возможно, жертва качества. Второй возможный вариант — это слон d4, ладья b7, а4, на что можно сыграть ферзь на b8, ферзь опять, наверное, также играбельно. Опять ладья b4, ферзь d3, ладья b3, и тут как минимум белые могут сыграть ферзь c4, ладья b4 и ничья повторением ходов. Ну, также у них есть много проверочных других вариантов. В общем, я не буду углубляться еще дальше, но просто скажу, что если черные знают данную теорию, то это ничья. Поэтому, безусловно, это не идет сюда, то есть это не является просто взяли, выучили теорию, сделали ничего, а идет в динамическое равенство, это самый сложный вариант. Но, с другой стороны, если черные знают всю похожую теорию, то они уравнивают. Ну и теперь там вбиваем итог. Итог, конечно, неожиданный для тех, кто не анализировал теорию, поскольку как бы Морозов всегда считался таким дебютом, что у черных хуже, потому что у белых пространственный перевес, они контролируют подрывы b5, d5, но современные компьютеры дают возможность нам просчитывать варианты. И за счет того, что мы можем использовать современные технологии, оказывается, что динамика у черных присутствует и во всех принципиальных вариантах. При хорошей подготовке возникает динамическое равенство. Опять-таки, это еще не ничья, нужно будет сделать еще несколько ходов, быть готовым, но, в принципе, зажим Мороза везде разрушается, и поэтому данный дебютный вариант можно играть черными, если вы хотите что-то очень прочное за черных, и вы не против ничьи. Да, тут большинство партий сводится к тому, что соперник вас будет проверять и будут получаться ничьи, но на большее вы в Мороза не претендуете. И надо отметить, что, конечно, Мороза — это более принципиальный дебют, чем ускоренный дракон. Ну, на этом пока все. А в следующем видео
я продемонстрирую, имеет ли смысл делать черными второй ход g6, чтобы избежать системы Иерусалима, а также различные способы, как попытаться избежать либо системы Мароци, либо ранний дракон. Спасибо за внимание и до новых встреч. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии под видео. Также можете оформить спонсорство на канал,